Сегодня буду вязать слитки вот с таких ниток. Это акрил с полиамидом. Метраж 250 метров в 100 граммах. Спицы 3 и 5. Набираю на круговые спицы обычным способом 96 петель плюс 2 краевые. Количество петель без краевых должно быть кратно 8. Итого надо набрать 98 петель. Вязать такие слитки начинаю с подъема. Вяжу вначале подготовительный ряд. Первую петлю не снимаю, а провязываю. Далее лицевые за заднюю стенку. Вяжу восточным методом вязания. При восточном методе вязания лицевых петель спица проходит не над рабочей нитью, а под ней. Вы можете вязать любым для вас удобным способом. Вязание поворачиваю и буду вязать узором. Первый ряд вяжу так. Это лицевой ряд. Первую петлю провязываю лицевой, потому что ввожу в работу новый цвет нити. Одну снимаю, одна лицевая. Одну снимаю, одна лицевая. Одну снимаю, 3 лицевые. Повторяю раппорт на протяжении всего ряда. Довязала ряд. Краевая петля изнаночная. Вязание повернула. Первую петлю снимаю. 3 изнаночные петли восточным методом. Восточным методом вяжу так. Ввожу спицу на себя на задней стенке и провязываю изнаночную петлю. Обычно вводила спицу в переднюю стенку. Следующую петлю снимаю. Когда снимаю, нить обязательно перед работой на изнаночной стороне. Изнаночная петля. Снимаю. Опять изнаночная петля. И опять снимаю петлю. Петли, провязанные в нечетном лицевом ряду, вяжу изнаночными. Петли, снятые в предыдущем ряду, в изнаночном ряду их снимаю. Одним цветом вяжу по 2 ряда. В конце ряда краевая изнаночная петля. Этот ряд буду вязать белыми нитками. Первую краевую провязываю лицевой белой нитью. Далее все лицевые петли. Последнюю петлю вяжу изнаночной. Повернула вязание на изнаночную сторону. Четвертый ряд также вяжу белыми нитками, изнаночными петлями. Надо вязать по 2 ряда одним цветом. Лицевой ряд и следующий изнаночный ряд. Краевая изнаночная петля.
Вязание повернула на лицевую сторону. Пятый ряд вяжу красной нитью. Вяжу его точно так же, как вязала первый ряд. Первую краевую петлю не снимаю, а провязываю лицевой, так как в работу ввожу новую нить. Одну снимаю, одна лицевая, одну снимаю, одна лицевая, одну снимаю, 3 лицевые петли. Повторяю так весь ряд. Последняя петля изнаночная. Изнаночный ряд вяжу как второй. Краевую петлю снимаю, 3 изнаночные петли. Следующую снимаю, 1 изнаночная, одну петлю снимаю, 1 изнаночная, опять снимаю. Таким образом вяжу по рисунку до конца ряда. Последняя петля краевая изнаночная. Перехожу к вязанию с 7 ряда. Это лицевой ряд и вяжу его коричневыми нитками. Первую краевую не снимаю, провязываю лицевой петлей новой нитью. Потом все лицевые петли до конца ряда. Последняя петля изнаночная петля. Вязание повернула. 8 ряд вяжется как 4 ряд. Первую петлю сняла. Далее все петли до конца ряда вяжу изнаночными. Второй ряд нитью коричневого цвета. На следке я довязала до этого места. Следующие 2 ряда будут красные. 9 ряд красная нить. Вяжу его точно так же, как вязала первый ряд. Первую краевую петлю не снимаю, а провязываю лицевой. Далее раппорт. Одну снимаю, 1 лицевая, одну снимаю, 1 лицевая, одну снимаю, 3 лицевые. Повторяю до конца ряда. — 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
10 ряд вяжу как второй ряд. Первую петлю снимаю, 3 изнаночных, следующую снимаю,
1 изнаночная, 1 петлю снимаю, 1 изнаночная, опять снимаю. Таким образом вяжу по рисунку до конца ряда. Последняя петля краевая, изнаночная. 11 ряд. Первую краевую провязываю белой нитью. Дальше вяжу все лицевые петли. Краевую последнюю вяжу изнаночной петлей. Вязание повернула на изнаночную сторону. Этот ряд вяжу как 4-й. Белыми нитками, изнаночными петлями. После 2 белых рядов мне надо будет провязать последний раз красными нитками 2 ряда. 13 ряд вяжу красной нитью, как 1 ряд. Первую краевую петлю не снимаю, провязываю лицевой, так как в работу ввожу новую нить. Далее вяжу по раппорту. Где надо провязать 3 красных лицевых петли, четко видно по предыдущим рядам. В следующий 14 ряд вяжу как 2-й. Краевую петлю снимаю, 3 изнаночных, следующую снимаю, 1 изнаночная, 1 снимаю, 1 изнаночная, 1 снимаю, 3 изнаночные петли. Таким образом вяжу по рисунку до конца ряда. Последняя петля краевая, изнаночная. 15 ряд буду вязать белой нитью. Узор я закончила. Первую петлю не снимаю, а провязываю лицевой. Далее весь ряд вяжу лицевыми петлями. Последняя петля в ряду изнаночная. Следующий ряд. Первую петлю снимаю. Далее вяжу весь ряд лицевыми петлями. Последняя петля изнаночная. Первую петлю снимаю. Вяжу лицевыми петлями до конца ряда. В конце ряда прибавляю 1 петлю. Из одной делаю 2 на краевой. Таким образом, я добавила 1 петлю, и теперь у меня на спице 99 петель. Мне надо нечетное количество петель для вязания мыска. 18 изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, потом лицевые петли.
Это был последний ряд перед вязанием мыска. Всего я провязала с начала вязания с дополнительным рядом 19 рядов. Это 4,5 сантиметров. Все нити обрезаю. Теперь буду вязать мысок. Мысок буду вязать на 9 центральных петлях. Снимаю на свободную спицу 45 петель. На второй спице осталось 54 петли. Всего 99 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 петель – это на мысок. Прикрепляю белую нить для вязания мыска. Первый ряд мыска. Вяжу первую лицевую петлю белой нитью. Следующую также вяжу лицевой петлей. Вставляю маркер для того, чтобы отметить начало работы. Провязываю в первом ряду 9 петель. Вязание поворачиваю. Второй ряд – изнаночный ряд. Первую петлю сняла. Далее вяжу изнаночными петлями до конца ряда. Маркер мне уже не надо. На спице 9 петель. Третий ряд мыска. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу все 8 петель лицевыми. В этом ряду буду делать прибавление петель. С каждой стороны по одной петле. Заканчиваю ряд, провязывая с боковых частей 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Далее все изнаночные петли. На каждой спице без петель мыска должно быть по 45 петель. В конце 2 петли с боковых частей вяжу вместе изнаночной. 11 петель. Первую петлю сняла. С 5-го ряда начинаю вязать жаккардовый узор. Вяжу лицевыми петлями 4 белых петли. С краевой это 5. Одна петля коричневая. 5 петель белых. Две петли вместе с боковой части за заднюю стенку. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. 5 изнаночных белых петель.
одна коричневая изнаночная петля, 5 изнаночных белых, 2 вместе изнаночной петлей с боковой части слитка. Для узора должно быть нечетное количество петель. На мыске 13 петель. На схеме указаны только лицевые ряды. Изнаночные вяжу по рисунку. Первую петлю снимаю. 4 лицевые петли белые. Одна коричневая петля. Одна белая лицевая. Одна коричневая петля. Пять белых петель. Две петли вместе с боковой части провязываю лицевой петлей. Изнаночный 8 ряд. Первую петлю сняла. 5 изнаночных белых петель. Одна коричневая петля. Одна белая. Одна коричневая. Пять изнаночных. Новую нитку, которой буду вязать, всегда накладываю поверх старой. Две петли с боковой части перевернула и провязала вместе изнаночной за переднюю стенку. На мыске у меня 15 петель. Больше прибавлять петель я не буду. 9 ряд. Первую петлю сняла. Вяжу белой нитью 4 лицевых петли. Одна петля коричневая. Одна лицевая белая. Одна коричневая опять. Одна белая. Одна коричневая. Когда меняю нить, то новая нить проходит поверх старой.
4 лицевые белые петли. В этом ряду прибавлять петли не буду. Не довязываю одну петлю до конца. Вяжу 3 вместе лицевой за заднюю стенку. 1 петля с мыска и 2 с боковой части. Вязание повернула. Первую петлю сняла. 4 белые изнаночные петли. Одна петля коричневая, 1 белая, 1 коричневая, 1 белая, 1 коричневая, 4 изнаночных петли. Две петли с боковушек переворачиваю и провязываю их вместе изнаночной петлей за переднюю стенку. В дальнейшем также буду их переворачивать. 11 ряд. Первую петлю снимаю. 3 белых петли. Одна коричневая лицевая петля. Одна белая. Одна коричневая петля. Одна белая петля. Одна коричневая петля. Одна белая. Одна коричневая. Всего было 4 коричневых петель. Потом 3 белых петли. Последнюю петлю провязываю вместе с 2 боковыми петлями лицевой петлей за заднюю стенку. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Далее 3 изнаночные белые петли. Одна коричневая изнаночная петля. Одна белая петля. Одна коричневая. Одна белая.
одна коричневая, одна белая петля, одна коричневая петля, 3 изнаночные белые петли, потом 3 петли вместе изнаночной петлей, одна петля с мыска и 2 петли сбоку. Получается у меня вот такой мысок. 13 ряд. Снимаю одну петлю, как обычно, в начале ряда. 4 лицевых белых петель. Одна коричневая, одна белая, вторая коричневая. Рабочая нить сверху над нитками другого цвета. Одна белая, одна коричневая. Четыре белые петли. Вместе лицевой петлей за задние стенки 3 петли. Одна петля с мыска, 2 с боковой части. 14 ряд узора. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу по рисунку. Где белые, там белые изнаночные. Коричневые над коричневыми. В конце ряда 3 белые петли вместе, как в предыдущем ряду. Одна петля с мыска, 2 петли с боковой части. Пятнадцатый ряд. Первую краевую снимаю. 5 белых лицевых петель. Одна коричневая петля.
одна белая, одна коричневая петля, 5 белых лицевых петель, 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Следующий изнаночный ряд. Первую сняла. Далее вяжу по рисунку. Последнюю петлю вяжу изнаночной с 2 боковыми петлями. Первую петлю снимаю. Дальше 6 белых. Одна лицевая коричневая. 6 белых петель. 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Одна петля с мыска и 2 с боковины. Вязание повернула. 18 ряд. Вяжу по рисунку изнаночными петлями. После того, как провязала одну коричневую петлю, нить обрезаю и закрепляю. В конце ряда 3 вместе изнаночной петлей. Два ряда, 19 и 20,
Буду вязать белой нитью. В конце одну петлю не довязываю, а вяжу ее вместе с двумя боковыми петлями. На изнаночной стороне вяжу белыми изнаночные петли. Присоединяюсь к боковине так, как и раньше. 3 вместе. Одну с мыска, 2 с боковины. Убираю по 2 петли. Всего убавила 18 петель. Должно остаться с двух сторон по 27 петель. 21 ряд. В этом ряду добавляю красную нить. Первую петлю не снимаю, а провязываю красной нитью. Потом петля белая. Потом опять красная петля. Так, чередуя белые и красные петли, вяжу до прикрепа к боковой части. В конце осталась одна петля мыска. Провязываю ее красной нитью с двумя петлями боковушки. Двадцать второй ряд. Вязание поворачиваю. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу изнаночными петлями над белой белую изнаночную петлю, над красной красную. Новая нить всегда проходит поверх старой. В конце ряда 3 вместе изнаночной за переднюю стенку. Красную нить обрезаю. 23 ряд. Вяжу этот ряд белой нитью. Первую не снимаю, а провязываю лицевой петлей. Весь ряд вяжу лицевыми петлями. В конце ряда делаю, как обычно, прикреп к боковине. Провязываю 3 петли вместе. 24 ряд. Изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу белыми нитками до конца ряда изнаночными петлями. Не довязываю одну петлю. В конце прикреп. 3 петли вместе изнаночной петлей. На двух боковых сторонах
должно быть по 23 петли. Мысок связала. Ширина мыска 5 сантиметров. Длина 7 сантиметров. Отрезаю белую нить, которой вязала. Переснимаю 23 петли с правой спицы на спицу, где находится мысок. Теперь у меня на спице 23 петли одной боковины, 15 петель центра и 23 петли второй боковины. Всего 61 петля. Приступаю к вязанию манжета. Первый ряд. Прикрепляю белую нить. Первую провязываю лицевой петлей. Следующую петлю снимаю. Потом вяжу изнаночной. Опять снимаю. Опять изнаночная петля. Так вяжу весь ряд. В первом ряду мне надо будет убрать в конце ряда одну петлю. Одну петлю в конце ряда не довязываю. Провязываю ее вместе с краевой изнаночной петлей. Теперь у меня на спицах четное количество петель 60. Вязать буду поворотными рядами. Первую петлю снимаю. Потом вяжу по рисунку. Одна лицевая. Ту петлю, которую я снимала в предыдущем ряду, вяжу изнаночной петлей, которая была провязана изнаночной, вяжу лицевой. Так до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Заканчиваю ряд изнаночной петлей. Первую петлю сняла. Следующую петлю тоже снимаю. Потом изнаночная. Опять снимаю. Опять изнаночная петля. Повторяю вязание манжеты с первого ряда. Раппорт 2 ряда. Завершаю ряд краевой изнаночной петлей. Следующий изнаночный ряд вяжу как второй ряд. Повторяю первый и второй ряд до тех пор, пока не свяжу манжету. Провязала 14 рядов манжет. Это 3 сантиметра. Закрывать петли буду эластичным методом. Кромочную петлю снимаю. Делаю накид на себя. Потом вяжу следующую лицевую петлю и перекидываю через нее вначале накид, а потом ранее провязанную петлю. Накид от себя, провязываю изнаночную петлю,
перекидываю через провязанную петлю в начале накид с правой спицы, а потом петлю, которая была на спице. Дальше закрытие опять лицевой петли. Делаю накид на себя, провязываю лицевую петлю и через нее перекидываю вначале накид, а потом первую петлю, которая была на спице. Край изделия получается эластичным, хорошо держит форму. Привязываю белую нить со стороны, где начинала вязание. С помощью крючка буду набирать петли. Где была петля, оттуда набираю новую петлю. Петелька в петельку. На спице должно быть столько петель, сколько было изначально. Набор обязательно надо делать с лицевой стороны следка. Таким образом, по всему краю буду набирать петли. Набрала все петли. Подошву буду вязать на 8 петлях по центру. Провязала с изнаночной стороны один ряд лицевыми петлями. По боку у меня 45 петель, 8 петель на мыске и 45 петель на другой стороне. Первый ряд подошвы. Первую петлю сняла. 45 лицевых петель. Довязала до 8 петель подошвы. Провязываю 8 петель подошвы. Начинаю на подошве прибавлять петли. Для прибавления провязываю одну петлю с боковой части. Вязание повернула. Второй ряд. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу 8 лицевых петель. С краевой, которую сняла, будет 9. Довязала до конца ряда. Провязываю одну петлю сбоку для того, чтобы расширить полотно. Вязание повернула на лицевую сторону. Третий ряд. Первую петлю сняла. 10 лицевых петель. Было 8 петель первоначальные, плюс 2, которые прибавила с двух сторон.
И опять добавляю одну петлю с боковой части. Четвертый ряд подошвы. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Дальше 11 лицевых петель. Завершаю ряд, добавляя одну петлю с боковой части. Таким образом прибавляю до тех пор, пока не будет 16 петель. Провязала 8 рядов подошвы. На спице у меня 16 петель. Провязанные петли подошвы четко видны. Между ними и боковыми частями промежуток. Больше прибавлять петли на подошву мне не надо. Далее буду вязать подошву без прибавлений. Теперь вяжу подошву без прибавления. Первую петлю снимаю. Дальше 14 лицевых петель. Подошву вяжу платочной вязкой. Пятнадцатую петлю с подошвы и первую петлю с боковой части провязываю вместе лицевой. Вязание повернула на изнаночную сторону работы. Первую петлю снимаю. Провязываю 14 лицевых петель. С краевой это 15. Последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части вяжу вместе. Вязание повернула. Вяжу этот ряд так, как вязала 10. Следующий ряд вяжу как 11. Так я вяжу, пока не уберу все петли с двух сторон. На боковых частях не должно остаться петель. Перехожу к вязанию пятки. Первый ряд пятки. Первую петлю снимаю. Дальше лицевые петли. Не довязываю 2 петли до конца. 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. С кромочной на боковой части вытягиваю петлю с рабочей нитки. Вязание повернула. Второй ряд. Первую петлю снимаю. Лицевые петли. Как в первом ряду не довязываю до конца 2 петли. Провязываю эти петли вместе. Вязание повернула на третий ряд. И только тогда с кромочной вытягиваю новую петлю и одеваю ее на спицу. Таким образом, я прикрепляю пятку к боковой части. Прикрепы всегда делаю только на лицевой стороне. Третий ряд пятки. Вяжу лицевыми петлями. На спице постоянно 16 пяточных петель.
конце ряда 2 петли вместе. С кромочной делаю петлю на правую спицу. Вязание повернула. 4-й ряд. Первую петлю сняла. Потом лицевые петли. Как в предыдущих рядах, 2 петли вместе в конце ряда. Опять вязание повернула. С кромочной делаю петлю. Снимаю ее на правую спицу, потом вяжу лицевыми петлями. Таким образом, делаю прикрепы с двух сторон к боковой части слитков до тех пор, пока не дойду до резинки. Последние 2 ряда вяжу так. После того, как я вначале добавила петлю, вяжу лицевыми петлями до конца ряда. Две петли вместе не провязываю и новую петлю с кромки не поднимаю. Вязание повернула. Это последний изнаночный ряд. Первую петлю сняла. Далее вяжу лицевыми петлями. В конце ряда 2 петли вместе не провязываю. Теперь надо вязать узором резинка. Первый ряд. Первую петлю снимаю. Вторая изнаночная. Опять снимаю. Потом изнаночная петля. Так вяжу на протяжении ряда. Одну снимаю, одна изнаночная. Не довязываю 2 петли. Последние 2 петли вместе лицевой петлей. С кромочной петли резинки одеваю на правую спицу одну петлю. Вязание повернула. Второй ряд. Первую петлю снимаю. Дальше по рисунку. Снятую петлю в предыдущем ряду вяжу изнаночной петлей. Провязанную петлю в предыдущем ряду вяжу лицевой петлей. В конце вместе 2 лицевых. Третий ряд. С кромочной поднимаю петлю, которую убрала в нижнем ряду. Снимаю ее. Дальше изнаночная петля. Лицевую опять снимаю. Там, где лицевые петли, снимаю. Изнаночные петли провязываю изнаночными. В конце ряда всегда 2 вместе лицевой. Таким образом вяжу резинку до самого верха. Необходимо, чтобы края резинки с боковых частей и пятки совпали. Довязала до верху. Вяжу последний изнаночный ряд.
В конце ряда не провязываю 2 вместе петли, как раньше. Вязание поворачиваю. И в этом лицевом ряду не добавляю петель, а буду закрывать петли эластичным методом закрытия петель, так как закрывала ранее. Довязала до конца, закрыла все петли. Нитку обрезаю, прячу ее в теле слитков. Слитки готовы, осталось их только постирать. До свидания. Жду вас на новых мастер-классах.